«Сынок, купи яблочки. Свои, домашние, некрапленые». Именно это некрапленные и заставило Константина остановиться и обернуться. Так говорила всегда его бабушка в далеком детстве. «Некрапленые, говорите?» Подошел он к прилавку. Старушка с кучей яблок оживилась и быстро затараторила. «Некрапленые, некрапленые, со своего дерева в огороде. Уродила в этом году яблонька, как никогда. Ты не гляди, что не такие большие, как у перекупок, то ж привозные, бог знает откуда. Там яду больше, чем яблоко. А это ж наши, местные». Ее руки быстро перебирали яблоки, показывая покупателю товар со всех сторон. «Они ж яблоками пахнут, а вкусные какие! Ты попробуй, попробуй! Вот, гляди, гляди!» С каким-то восторгом продолжала бабка, протягивая яблоко, на котором была маленькая буроватая отметина. «Видишь, их даже червячок кушает, потому как некрапленые». Константин невольно рассмеялся после этих слов. «Так они у вас все червивые?» «Да нет же!» Испуганно отдернула руку с яблоком старушка. «Смотри, все целенькие. Это одно попалось, не доглядела. Но червячок же ест, значит, и для человека безвредное. Говорю ж, некрапленые». Константину эти яблоки были и даром не нужны. Он просто, проходя через вечерний базар, срезал угол по пути к дому. Но что-то в облике этой бабки, в ее манере говорить, в открытом бесхитростном взгляде, в ее способе убеждения червячком в правдивости своих слов напоминало его родную бабушку. Какое-то давно забытое чувство теплой волной разлилось в груди, и Косте захотелось сделать что-нибудь хорошее для этой старушки, торговавшей на базаре. Поэтому, не торгуясь, он купил 2 килограмма этих яблок, сам не зная зачем, рассказав, что у него дома сынишка приболел. Он вообще здоровьем слабенький, кашляет, и жена в положении, и что, наверное, им будет полезно некрапленные яблочки поесть. В общем, сам не понимая почему, Константин поделился с этой незнакомой старушкой самым сокровенным, что мучило его душу. Бабка охала, вздыхала, качала головой, приговаривая, что сейчас старики здоровее молодых, потому как разве в городах сейчас еда? Это ж сплошная химия, и сам воздух тут тяжелый и больной. Он кивал и соглашался. Когда уже собрался уходить, она вдруг схватила его за руку. «Слушай, приходи завтра сюда же, я тебе липы сушеной привезу, да баночку малины с сахаром перетертой. От простуды первое дело. Так я привезу, ты приходи завтра». Константин шел с яблоками домой и улыбался. На душе было хорошо, как в детстве, когда бабушка гладила по голове своей шершавой натруженной рукой и говорила: «Ничего, Костя, все будет хорошо». Родителей своих Костя не знал. Бабушка говорила, что отца его она и сама не знает, а мать непутевой была. Как привезла его однажды из города в одеяльце завернутого, так и укатила обратно. Обещала забрать, как жизнь свою наладит, да так и сгинула. Бабушку Костя любил. Когда она бывала, зимними вечерами тяжело вздыхала, вспоминая дочь свою пропащую, прижимала голову внука к груди, целовала в макушку, он говорил: «Не плачь, ба, я, когда вырасту, никогда тебя не брошу, всегда с тобой жить буду. Ты мне веришь?» «Верю, Костя, верю», — улыбалась бабушка сквозь слезы. А когда Косте исполнилось 12 лет, бабушки не стало. Так он очутился в школе-интернате. Бабушкин дом продали какие-то родственники. Это когда они вдвоем с бабушкой жили, то Костя думал, что они одни на белом свете. А когда речь о наследстве зашла, претендентов оказалось немало. Кто жил в детдоме,
тому не надо рассказывать все прелести пребывания в подобных учреждениях, а кто не жил, тот до конца все равно не поймет. Но Костя не сломался и по кривой дорожке не пошел. Отслужил в армии, приобрел профессию. Вот только с девушками ему не везло. И хотя сам Костя был высоким, спортивного телосложения, симпатичным парнем, все его подруги, узнав о том, что он сирота, быстро исчезали с его горизонта. Поэтому, когда 5 лет назад он случайно столкнулся в супермаркете со Светкой, они воспитывались в одном детдоме, то обрадовался как самому родному и близкому человеку. Света тоже была очень рада встрече, а через полгода они поженились. Родился сын, вот сейчас дочку ждут, и, в общем-то, жизнь наладилась. «Свет, я тут яблок тебе с Егоркой купил на базаре, домашние, не крапленые», протянул пакет жене. Света, выросшая с рождения в детском доме, пропустила все эти эпитеты мимо ушей. Она помыла яблоки, положила в большую тарелку и поставила на стол. А спустя полчаса в комнате уже витал яблочный аромат. «Слушай, какие классные яблоки! А как пахнут!» — говорила Света, уплетая их за обе щеки вместе с сыном. «Так домашние же, не крапленые». Этой ночью Константину снилась бабушка. Она гладила его по голове, улыбалась и что-то говорила. Костя не мог разобрать слов, но это было и не важно. Он и так знал, что бабушка говорила что-то хорошее, доброе, ласковое, отчего веяло покоем и счастьем, забытым счастьем детства. Звук будильника безжалостно оборвал сон. Весь день на работе Константин ходил сам не свой. Что-то беспокоило, какая-то непонятная тоска грызла душу, к горлу периодически поднимался ком. Возвращаясь домой, он поймал себя на мысли о том, что очень хочет опять увидеть ту бабушку с яблоками на базаре. Евдокия Степановна, так звали бабушку, торговавшую яблоками, слонялась по двору, тяжело вздыхала, раз за разом вытирая набегавшие на глаза слезы. Давным-давно ее старший сын погиб при исполнении служебных обязанностей. Пожарником был. Даже жениться не успел. А младшая дочь, красавица и умница, когда училась в институте в столице, вышла замуж за африканца и укатила в жаркий климат, где растут бананы и ананасы. Муж ее покойный долго бушевал и плевался по этому поводу. А она что? Она только плакала, предчувствуя, что не увидит свою девочку больше никогда. Так и вышло. Пока еще был жив муж, держалась и она. Но что же делать, раз жизнь так сложилась? А как 2 года назад мужа не стало, померк свет в душе Евдокии Степановны. Жила больше по привычке, прося Бога, чтобы забрал ее побыстрее в царство покоя. Этот молодой человек, что купил вчера яблоки, растравил ей душу. Ведь чужой совсем. А как хорошо с ней поговорил, не отмахнулся. Что-то было в его глазах, какая-то затаенная тоска, боль. Она это сразу почувствовала. Ее материнский инстинкт прорвался в словах. «Приходи завтра сюда же, я тебе липы сушеной привезу, да баночку малины с сахаром перетертой. От простуды первое дело. Так я привезу, ты приходи завтра». И вот сейчас, заворачивая в газету банку с малиновым вареньем, Евдокия Степановна непроизвольно улыбалась, думая, что бы еще такого захватить для этого парня и его семьи. Очень уж хотелось ей порадовать человека и, конечно же, еще немного поговорить, как вчера. Вчерашнее место за прилавком было занято, и Евдокия Степановна пристроилась неподалеку, в соседнем ряду. Выложив кучкой яблоки, она все внимание сосредоточила на проходящих людях, чтобы не пропустить.
Народ массово возвращался с работы. К этому времени Евдокия Степановна окончательно разнервничалась. Вот же дура старая, насочиняла сама себе, напридумывала. И на кой ему слушать и верить чужой бабке? Досадливо думала она, а глаза все высматривали и высматривали знакомый силуэт в толпе. Константин вчера не придал особого значения словам о липе и малиновом варенье. Эти базарные бабушки чего хочешь наговорят, лишь бы товар свой продать, думал он. А вдруг и правда приедет? Не похожа она на опытную бойкую торговку. Червячка показывала. Вот же придумала. Заулыбался, вспоминая бабкино лицо, с каким жаром она о червяке говорила. Эх, какая разница, все равно ведь через базар иду. Гляну, вдруг стоит. Костя свернул в ту часть базара, где вчера стояла бабка с яблоками. Пошел вдоль прилавка, не видно ее. Тьфу, дурак, развели, как малого пацаненка. Хорошо, что вчера с дуру Светке не похвастал обещанной малиной. Настроение мгновенно испортилось. Не глядя по сторонам, Костя ускорил шаг. «Милок, я тут, постой!» Раздался громкий крик, и Константин увидел спешащую к нему вчерашнюю бабушку. Она радостно схватила его за локоть, потянула за собой и все тараторила. «Место занято было. Я тут, рядом пристроилась. Боялась, пропущу. Думала, придешь ли. Я ж все привезла. А думаю, вдруг не поверил бабке». Она все тарахтела и тарахтела, но Константин не прислушивался к словам. Он на какой-то миг душой перенесся в детство. Эта манера разговора, отдельные слова, выражения, движения рук, взгляд, в котором затаилось желание обрадовать человека своими действиями. Все это так напоминало его родную бабушку. Он спросил, сколько должен. Евдокия Степановна замахала руками, сказав, что это она со своих кустов для себя варила, и принимать это надо, как угощение. А еще говорила, что малина у нее не сортовая, а еще та, старая, не такая крупная и красивая на вид, но настоящая, душистая и очень полезная. И Костя вспомнил бабушкину малину, ее запах и вкус, а еще ему почему-то вспомнилась картошка, желтая внутри. Она так аппетитно смотрелась в тарелке, а вкусная какая. После смерти бабушки он никогда больше не ел такой картошки. «А картошка желтая внутри у вас есть?» Перебил он старушку. «Есть, и желтая, и белая, и та, что разваривается хорошо, и тверденькая, для супа. Мне желтая нравится. Ее бабушка в детстве всегда варила», — мечтательно произнес Константин. «Милок, завтра суббота, выходной, а ты приезжай ко мне в деревню. Сам посмотришь, какая у меня картошка есть. У меня еще много чего есть. Старая я уже, тяжело мне сумки таскать, а ты молодой. Тут и ехать-то недалече, всего 40 минут на электричке. Приезжай, я не обижу». И Костя поехал, не за картошкой, а за утраченным теплом из детства. Прошло 2 года. «Наташа, печенье точно свежее?» Озабоченно вопрошала уже 2-й раз Евдокия Степановна. «Да говорю ж вам, вчера привезли. Ну что вы, ей-богу, как дитё малое!» Отвечала продавщица. «Дети ко мне завтра приезжают с внучатами, потому и спрашиваю. Дай-ка мне одно, попробую». Гляди, совсем Степановна из ума выжила. Шушукались в очереди. Нашла каких-то голодранцев, в дом пускает. Прошлое лето Светка с детьми все лето на ее шее сидели. Видно, понравилось. Опять едут. Ой, и не говори. Чужие люди, а берут до нитки, а то и по башке стукнут. Дом-то хороший. Василий покойный хозяином был. Говорила ей сколько раз. Отмахивается. «Взвесь мне кило. Хорошее печенье».
Ну, наконец-то! Выдохнули сзади стоящие тетки. Не тех кормишь, Степановна. Евдокия Степановна не спеша шла домой и улыбалась. Что ей разговоры? Так, сплетни всякие. Родные, не родные, какая разница? Где они, эти родные? За столько лет и не вспомнили о ней. А вот Костя со Светой помогают, да и не в помощи дело. Костя, а чего нам до завтра ждать? Я уже все вещи сложила и гостинцу упаковала. На последнюю электричку как раз успеваем. Поехали, а? Агитировала Светлана мужа, пришедшего с работы. «Папа, поехали к бабушке, поехали!» Подхватил Егорка. «Там курочки, пирожки, вареники с вишней. Там хорошо». «Баба!» – запрыгала двухлетняя Леночка. «Хочу к бабе!» Константин посмотрел на свое семейство, улыбнулся, махнул рукой. «Поехали!» Они сидели в электричке, дети смотрели в окно, периодически оглашая вагон восторженными криками «Смотри, смотри!». А Костя со Светой просто улыбались, ни о чем особо не думая. Ведь это так здорово, когда у тебя есть бабушка, которая всегда ждет. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.